украинский МИД, вне всякого сомнения, должен учитывать позицию и 10% населения. Вы видите, свобода во главе с этими ксенофобами набрала на Украине сейчас 10% голосов, прошла в парламент. И основной базой, конечно, их является Западная Украина, Галиция и Волынь. И поэтому я бы сказал так, что хорошо, что на Украине эта позиция не является официальной позицией власти, в отличие от прибалтийских стран. Что на Украине все-таки это позиция части населения, это позиция, соответственно, части политического истеблишмента, представляющего интересы этого населения. Но это не позиция официальной украинской власти. И уже это дает надежду на то, что в случае, если те, кому принадлежат средства массовой информации, вместо своей нынешней политики, приведшей наследников-коллаборационистов в парламент, поймут, что нужно действовать иначе, все-таки это дает надежду, что украинское общество удержится от широкого распространения этой болезни ксенофобии, героизации нацистских преступников, героизации, на мой взгляд, преступной организации, которую я считаю Украинскую повстанческую армию и Организацию украинских националистов. И я собираю такие истории, я знаю лично многих людей, которые пострадали от рук АУН-УПА, не будучи даже приезжими с Восточной Украины или там из России. То есть я знаю многих родственников, которые жили во время войны на Ровенщине, на Волыни, и их родственники пострадали от рук АУН-УПА, причем причины этого были просто смешны для современного уха. Я знаю, я мог бы назвать даже фамилии этих людей, просто сейчас как бы мы говорим о другом. И я думаю, что, может быть, если будут журналисты, пишущие на политические темы, которые бы захотели написать такую книгу, то я мог бы помочь собрать свидетельства очевидцев, как это было, как ауновцы и воины УПА убивали просто детей ни за что, ни про что, просто по подозрениям. То есть фактически эти организации держали режим террора по отношению к своим собственным согражданам, по отношению к своему населению, для того, чтобы лишить базы советские войска, которые с ними боролись, и чтобы создать свою собственную базу. И то, что они в конечном итоге проиграли, это результат их собственной деятельности, это результат их собственных ошибок, это именно результат того, что они пошли на конфликт с большинством своего населения. Так что история наша сложна и неоднозначна, и я думаю, что каждый на своем месте должен, разумеется, ориентируясь, я совершенно согласен с нашим русским коллегой, ориентируясь на решение Нюрнбергского трибунала, делать все для того, чтобы мы удержали наше общество от ксенофобских идей, удержали его в контексте цивилизованных отношений и не допустили героизации нацистских преступников. Мне кажется, очень важно, что резолюция, которая направлена против реабилитации нацизма, против реабилитации фашизма, не допускать, чтобы наши с вами сограждане, наши с вами дети выходили на улицу со свастиками, не использовали эту символику, чтобы не вскидывали руку, так сказать,
в этом приветственном жесте, который ассоциируется только с нацизмом и фашизмом, как бы по-другому это ни называлось, да, память угасает, уходит ужас той войны. Если угасает память, должен торжествовать закон. Закон – это не то, что констатирует прошлое, если мы будем говорить о Нюрнбергском процессе. Закон – это то, что нацеливает в будущее. И Нюрнбергский процесс, решение Нюрнбергского суда – это они создали Международный уголовный суд, это международные трибуналы по Уганде, Югославии и многие другие международные институты. Это то, что в эпоху так сказать, наличия ядерного оружия позволяет нам все же жить в мире. И не так просто вот эти решения нам с вами достались. 8 августа принимается решение о проведении Нюрнбергского, так сказать, процесса, 8 августа, а 6 и 9 августа 1945 года падают бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И понятна позиция тоже США. Им тоже не нужна такая резолюция. Не потому, что у них там гораздо спокойнее. Потому что не успела закончиться там, так сказать, Вторая мировая война, а уже была близка и Фултонская речь. И Черчилль забыл свои слова, которые он направил в адрес верховного главнокомандующего СССР. Не хочу больше даже вот дальше продолжать называть фамилии, чтобы не уходить в личность. Где основное, так сказать, основную тяжесть ведения этой войны общепризнана в восторженных тонах и выражениях была адресована Красной Армии, в которой сражались и русские, и украинцы, и люди многих других национальностей. И если вдруг, вот сейчас, поймите, вот в Организации Объединенных Наций на сегодняшний день более 190 государств, 193 государства. У нас в Российской Федерации проживает почти столько же этносов, более 180 этносов на территории Российской Федерации. Сказать, что вот, знаете, вот все русские, можно, конечно, делить историю каждого этноса. У каждого народа были свои взлеты, свои пиковые, так сказать, и верхние, и нижние точки. Вот. И Россия живет. Неоднородно в своем составе, естественно, и Украина, и многие другие государства. По меркам Российской Федерации маленькая Бельгия уже не просто на 2 части, а на 3 части предлагает разделиться. В Испании проводятся референдумы по отделению. В Великобритании и Шотландия проводят референдум по отделению. Можно бесконечно перечислять, какие вопросы сейчас стоят. И нам представляется, что на сегодняшний день в этом мире по основополагающим вопросам нашей истории мы можем бесконечно дискутировать, высказывать свои взгляды, но должен быть и некий стандарт. Вот, на мой взгляд, есть события в истории человечества, которые оспорить нельзя. Это победа во Второй мировой войне. Такой победы советского народа больше нет ни у одного государства. Ни одно государство не может сказать, что оно обладает такой вот победой.